Всем привет! Сегодня отправляемся в Каосок, где я пройду по экотропе и постараюсь отыскать для вас как можно больше добродушных животных среди густых джунглей. Огромный национальный парк на стыке провинции Пангна и Суратхани. Мы будем много летать на дроне, чтобы взглянуть с высоты птичьего полета на уходящие вдаль горы. Испытаем Honda Click на прочность в условиях бездорожья и посмотрим, как предпочитают отдыхать жители Таиланда. Но пока я еще не доехал, припаркуюсь у дороги, чтобы показать вам еще одно интересное место. Это одна из многочисленных смотровых площадок Пангна. Все они сильно отличаются, и это место не исключение. Сейчас тут небольшое озеро среди болотистой почвы, в котором с удовольствием охлаждаются буйволы. Но тут так не круглый год. В сезон дождей вода доходит до самого моста. А вот и сам мост. Его длина около 200 метров. По нему резко проезжают на мотобайках. А в 1965 году он был построен для местных горняков, о чем гласят таблички на тайском и английском перед въездом на него. Много времени тут проводить нет смысла, но как место для уставшего в дороге путешественника подходит отлично. После приятной остановки мой двухколесный транспорт снова уносит меня все ближе и ближе к заповедным местам. Интересный факт, что пасущихся слонов можно встретить не только в санаториях, специально отведенных местах, но и просто вдоль дороги. Ох, как в этот момент я пожалел, что не взял с собой в дорогу бананов. Прости, брат, в следующий раз буду более предусмотрительный. Точка моего входа в Каосок National Park HQ. Локацию сохраню для вас под видео. Практически во все национальные парки вход не бесплатный, ведь даже тропический лес нуждается в защите и обеспечении безопасности. Особенно если в нем проживает большое количество лесных жителей. Каосок – это самый популярный национальный парк на материке в Южном Таиланде. Основными достопримечательностями Каосока является озеро Чаолан, дикая природа, знаменитые известняковые холмы, водопады, дома на плотинах, раскинувшиеся по озеру, тропы, пещеры и реки. Не все, но очень много, и я постараюсь показать вам в этом выпуске. Каосок был основан как 22-й парк Таиланда в 1980 году Королевским лесным департаментом. Он охватывает территорию площадью 739 квадратных километров и включает водохранилище Чаолан, перекрытие плотины Рача-Прафа. В Каосок зарегистрировано около 400 видов птиц, более 90 видов рептилий. Также тут можно найти слонов, оленей, медведей, тапир, макак-крабоедов, кабанов, дикообразов, гиббонов. Их, кстати, слышно даже с туристической экотропы и многих других животных. Важно понимать, что мы не в зоопарке. Животные живут по своему расписанию и зачастую сторонятся туристических тропинок. Ведь для животных в дикой природе часто мелькающие мимо люди с фотоаппаратами далеко не самые долгожданные гости. Парк известен огромным цветком рафлези. Этот цветок – символ провинции. Мы как раз проходили мимо статуи в его честь, когда заходили в парк. Этот цветок может быть до 70-80 сантиметров и распускается примерно в феврале. Местные считают, что найти его – это символ большой удачи, и впереди человека будут ждать хорошие новости. В Каосок есть множество водопадов.
Вода из них стекает по небольшому речному каналу реки Сок. Вода в ней довольно прозрачная. Видно даже стаи пиявок, ищущих свою цель. В некоторых местах этой реки я видел купающихся путешественников, но сам бы не рискнул. Хотя пиявки используют в медицинских целях, мне бы не хотелось использовать этот способ оздоровления на себе сейчас. Общая протяженность главной тропы национального парка 7 километров. Она идет вдоль реки Сок, но только первые 3 доступны для самостоятельного передвижения. На этом отрывке тропы есть 2 небольших водопада и множество боковых тропинок, спусков к реке. Некоторые спуски трудно заметить с главной дороги, но они помогают сэкономить время, поднимаясь от реки обратно к тропе. Это может быть канат, брошенный вниз вместо поручня, вдоль почти всей вертикальной дороги. Такие подъемы требуют хорошей координации и неплохой физической формы. Пройдя почти 5 километров, я почти отчаялся встретить в этих тропических лесах приматов, но вдруг дорогу мне перегородило несколько длиннохвостых макак. А за ними прямо посередине тропы было еще несколько особей. Макаки в колосок довольно некрупные, но они не побоялись выйти прямо на главную тропу вместе с детенышами. Хотя, конечно, на резкие движения туристов они реагировали настороженно. Опасности для туристов они не предоставляют. Главное, соблюдайте правила безопасности и не делайте резких окружающих движений. Также не рекомендуется показывать животным зубы. В их мире это не самый доброжелательный жест. На территории парка магазина с фруктами для животных нет, поэтому можно взять с собой на случай такой встречи бананы заранее. Передавать этим макакам из рук в руки не стоит. Животные не так часто получают гостинцы от людей и могут быть не очень аккуратными. Согласно памяткам на входе в парк, встретившиеся нам приматы являются представителями макак-крабоедов. Эти макаки невероятно ловкие и хорошо приспосабливаются в зависимости от территории. Они легко отделяют кожуру от фруктов, раскалывают орехи при помощи камней, скрывают моллюсков. На этих кадрах видно, как макак прятал от сородича орешки в руке. Такие игры хорошо развивают мелкую моторику. Кстати говоря, этот вид макак, хоть и называется крабоед, практически всеяден. Они, конечно, могут есть и крабов, но вовсе не откажутся от пищи попроще. Первая часть тропы завершается контрольным пунктом, охраняемым рейнджерами. Здесь для путешественников и работников заповедника размещена уборная, обеденная зона, место для купания и небольшой магазинчик с водой и газированными напитками. Я был в пути с самого раннего утра, прошел не 1 километр в 30-градусную жару и понял, что оставшуюся часть пути за меня должен пройти дрон. Как бы из ниоткуда возникают огромные вертикальные скалы и горы, покрытые деревьями, тропическим лесом. Возраст этих лесов превосходит возраст тропического леса Амазонки. Все же природа творит невозможное. Глядя на эти удивительные просторы, сложно даже представить, как все эти многочисленные деревья смогли разместиться и удержаться на вертикальных скалах. Далеко не все макаки в Каосок настолько бесстрашные, как первые ребята, встретившиеся на моем пути. Чем дальше я уходил вглубь джунглей, тем более пугливых приматов я встречал.
Частые перепады высоты и чередование резких подъемов и спусков в парке могут оказаться не под силу даже многим взрослым людям. Хотя я встречал семьи с детьми, я все же считаю, что для маленького ребенка тропа слишком сложная и длинная. Уже на обратном пути, почти дойдя до выхода из национального парка, мне снова повезло встретиться с приматом. Глядя на то, с какой ловкостью он перескакивал по небольшим камням реки Сок, понимаешь, что такому умельцу не стоит труда догнать убегающего речного краба. Мне удалось заснять для вас пару кадров его охоты. К моменту моего выхода из парка солнце уже начинало садиться, но я не смог пройти мимо застенчивого пса. Ко встрече с ним я был готов. Нам потребовалось несколько минут, чтобы наладить контакт. Сначала он брал лакомство и уходил от меня на метра два, перед тем как начать есть. Только спустя несколько раз он все же смог довериться мне и стал кушать рядом со мной. Все же животный мир удивителен. Каждый пес, кот или макак обладает своим характером и темпераментом. И всех их объединяет то, что они просто не могут быть неискренними. И убеждены, что большинство двуногих всегда делают все осознанно и полностью несут ответственность за свои действия. С этими размышлениями я ехал в сторону новой локации, но солнечный свет уходил быстрее, чем я наматывал километры. Расстояние между водохранилищем Чаолан и главным официальным входом в парк Каосок около 65 километров. Глядя на часы и навигатор, становится понятно, что если ехать сейчас, я приеду уже в темноте, что затруднит поиски для ночлега. Поэтому, присмотрев с дрона себе отель, я установил финальную точку для первого дня нашего путешествия посредине пути. Но, конечно, на этом первый день не закончился. В отеле на ресепшн первой меня встретила кошка, и я понял, что я не ошибся, и это место подходит мне идеально. Вид из номера на долину, все той же реки Сок, и уходит в сторону другого национального парка Клонг Фуанаун. Этот национальный парк и Каосок находятся друг напротив друга, и разделяет их только 401 шоссе. Сразу после заселения, поставив на зарядку оборудование и поздоровавшись с бельчонком, я снова отправил дрон ввысь, чтобы сделать еще несколько завораживающих кадров. Горы уже укрылись в мягкой перине из плотного тумана, и тропический лес вовсю готовился ко сну. Этот день был очень долгим и насыщенным, но следующий день готовил для нас еще больше удивительных видов и моментов. Говорят, в Таиланде удивительные закаты и рассветы, и они правы на все 100%. Рассвет – это время, когда солнечные лучи раскрашивают мир яркими красками, отодвигая мутную дымку монотонной ночи. Время, когда вся природа оживает, начиная новый день
полный надежд и шансов испытать что-то по-настоящему хорошее. А слон, неторопливо идущий вдоль дороги между двумя национальными парками, настоящее утреннее чудо. Утренний воздух чистый и прохладен. Каждый вдох, наполненным, дарит умиротворение. Чувствуется прилив сил и желание идти вперед. Уже знакомая нам кошка тоже проснулась сегодня пораньше и к моменту моего завтрака уже принимала солнечные ванны с видом на Каосок. Меня поражает то, как животные доверяют людям. А мы с вами снова отправляемся в путь. Нас с вами не удивляет знак «Осторожно» коровы или олени, но тут знаки гласят «Осторожно» черепахи и даже змеи. — 165 квадратных километров занимает озеро Чеолан. Почти таким же удивительным, как пейзажи в Каосок, является тот факт, что этого массивного озера на юге Таиланда не существовало до 1980 года. Оно уникально тем, что находится в разломе карстовых гор. Они, как и древние исполины, поднимаются с дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные стены гор покрыты сталактитами причудливой формы. Повсюду разбросано множество пещер и гротов. Плотину назвали Рача Прафа, что означает «Свет королевства». Территория вокруг плотины очень ухожена, здесь максимально приятно находиться. История образования этого озера такова. Около 25 лет назад местное правительство решило затопить долину в Карстовых горах в юго-восточной части национального парка Каосок для создания стратегического запаса пресной воды и построить плотину с гидроэлектростанцией для обеспечения электроэнергией Суратхани и других частей Южного Таиланда. При этом было решено полностью затопить две тайские деревни со всеми школами и постройками и храмом. Местные жители были в ужасе, но король, в свою очередь, сделал великий жест в сторону местного населения, чтобы сгладить ситуацию. Король разрешил проживать в этом районе только коренному, местному населению, родом прямо из деревень на озере, а также поддержал их финансовыми компенсациями, создал для них выгодные условия в развитии здесь туристического направления и заработка. Озеро поражает своим размахом, максимальная глубина 150 метров, горы уходят вдаль за горизонт и кажется им нет конца. На нашей планете существует всего несколько мест, подобных озеру Чеолан. Мне хочется обратить ваше внимание на этого грустного добряка. Неправильный прикус собак встречается очень часто. Наш мир и технологии, казалось бы, далеко продвинулись, но до сих пор медицина остается недосягаемой для многих людей и животных. Рядом с пристанью на территории вокруг плотины есть несколько смотровых площадок. Все они хорошо оснащены, есть небольшие маркеты, скамейки. Чистота на смотровых площадках не может не радовать. Сейчас мы на одной из них. Эта площадка размещена между плотиной и пристанью, откуда отправляются катера и скоростные лодки на экскурсии. По озеру можно не только покататься, но также доехать до домов на озере, отелей от местных жителей, добраться до самых отдаленных троп и пещер. А наша с вами экскурсия будет с самого верху. Иногда я завидую своему дрону, если видео получается таким сочным, то каково все это видеть своими глазами. Небольшая подготовка, быстрый поиск спутников, настройка камеры, и нам открываются потрясающие виды. Виды на Чеолан. Озеро имеет множество мелких разветвлений и 6 крупных притоков – Лонка, Пэй, Yi, Сэнг и Мон.
По самым мелким из них можно арендовать каноэ с гидом для еще большего уединения с природой. А поездка от пирса до самого дальнего притока займет более 3 часов. Вода в озере пресная, и тут водится огромное количество змееловов, сомов и других пресноводных рыб. Еще в самом начале я обещал вам показать, как отдыхают местные. Для этого мы отправляемся к лесным истокам в Бан-Намрат. Это место действительно находится в самой чаще леса. При этом тут оборудована парковка, есть охрана. Немного осмотревшись и изучив карту, я зашел на местный фудкорт. Перед входом на основную часть территории, посреди толпы и палаток с едой, один дружелюбный товарищ очень старательно выпрашивал еду, чем привлек внимание местных блогеров и отдыхающих. Государственное предприятие и местное сообщество планируют сделать из этого места туристическое направление. Сюда прокладывают хорошую дорогу, и весь персонал владеет английским. Но пока тут с большой радостью отдыхают местные жители. Зону для купания и фудкорт разделяют кассы с билетами. Цена для местных, конечно, ниже, чем для иностранцев. Еду и напитки проносить в охраняемую зону отдыха не разрешается. Поэтому лучше съесть все до покупки билета, чтобы не оставлять еду в камерах хранения. Территория водораздела включает в себя две основные зоны: купели с чистой прозрачной водой и лесной водоканал с катаниями на лодках. Лодки с веслами, и если вы уже устали, то прямо на месте можно арендовать гребца от администрации. Лодки довольно крупные, я ожидал, что они будут мельче, размером с каяк. Но отправившись в заплыв на ней, я понял, что размеры подобраны с целью обеспечить большую устойчивость. На узких частях канала часто происходит столкновение лодок, но за счет их размера в воду никто посетителей при мне не упал. Наоборот, все эти неловкие моменты добавляют впечатлений от поездки. Лодки крутятся по каналу, как замедленный аттракцион. Сам заплыв сопровождается пением птиц, густыми зарослями настоящего тропического леса, свисающими лианами и большим разнообразием растительности. Иногда сквозь листву проглядываются высоченные скалы. Сейчас я предлагаю вам расслабиться прямо перед экранами и проплыть вместе со мной по этому каналу, наслаждаясь нетронутой природой. Каосок и его окрестности – это огромная территория. От одной интересной точки до другой может быть длиной пеший маршрут, а где-то придется проехать не 1 километр. В джунглях часто можно потребоваться проводник. Далеко не весь национальный парк состоит из крупных экотроп. Отправляясь сюда самостоятельно, запаситесь минимум 2, а лучше 3 днями. А если решите посетить эти места с экскурсией, то рекомендую отдавать предпочтение турам, не включающим в себя эксплуатацию слонов. Со стороны катание на этих величественных животных выглядит безобидным, но за занавесом часто скрыты тяжелые испытания для них. Как говорит кот Леопольд, давайте жить дружно, и люди, и животные.